Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 15 тайн мира, которые до сих пор не разгаданы. Из этого видео вы узнаете следующее. В каком месте на Аляске общее количество пропавших без вести на сегодняшний день уже превысило количество местных жителей? Могут ли осьминоги, кальмары и каракатицы быть пришельцами из космоса? Какие тайны хранит плоская гора Рарайма, благодаря которой появился затерянный мир Конана Дойля? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В этом видео мы расскажем вам 15 тайн мира, которые до сих пор не разгаданы. Хочу обратить внимание, что в этом ролике будет много информации, касающейся возможного взаимодействия людей с внеземными цивилизациями. Безусловно, это предмет дискуссии, но надеемся, собранный нами материал будет вам интересен и позволит узнать что-то новое и задуматься об услышанном. 1. Звездные врата Шри-Ланки. Древняя карта Вселенной. На протяжении многих лет люди во всем мире обсуждают загадочное изображение на скале в древнем городе Анурадхапура, Шри-Ланка. Существует множество теорий о его значении. Некоторые говорят о том, что это древние звездные врата, через которые люди попадали в другие уголки Вселенной. Среди местных жителей местность, где находится картина, известна как Раджарата, Земля королей. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и сердце буддийской культуры Шри-Ланки. Сегодня это одно из самых посещаемых мест в стране, привлекающее набожных паломников к своим древним буддийским храмам. Саквала Чакрая. Святой город также скрывает в себе нечто гораздо более интересное, чем духовные блага. В древнем городском парке площадью почти 16 гектаров, окруженном буддийскими храмами, находится карта, которая, как говорят, приведет к открытию тайн Вселенной. Саквала Чакрая, что с сингальского языка переводится как «цикл Вселенной», неглубоко высечена в невысокой скале среди руин заповедника. О происхождении рисунка известно немного, и это одна из многих причин, по которым он до сих пор ставит в тупик историков, археологов и ученых. В интервью BBC профессор археологии Радж Самадева также рассказал о возможном предназначении круглой диаграммы и других объектов, существующих вокруг нее. Парк долгое время использовался как сад. Второй крупный этап строительства, вероятно, начался в VII веке нашей эры. В этот период к прежней планировке сада было добавлено несколько новых зданий. Возможно, узор относится к этому периоду, но точно сказать невозможно, так как ни о его существовании, ни о его назначении, ни о чем-либо, связанном с ним, не упоминается ни в одной исторической записи, тщательно хранимой буддийскими монахами. По сравнению с другими резными работами того же периода, эта картина не имеет религиозного контекста и по сути не похожа ни на что известное из того времени, от чего могли бы оттолкнуться историки. Поэтому, конечно же, открывается простор для спекуляций. Есть даже предположение, что через этот портал на Землю прибывали инопланетяне. Конечно, научное сообщество придерживается рационального подхода, несмотря на проблему определения функции столь старого рисунка. Никаких записей об этом объекте до наших дней не сохранилось. А если он и есть у буддийских монахов, то они упорно молчат. Связь со Вселенной. Наиболее вероятная теория состоит в том, что это древняя карта Вселенной. По сути, это показывает то, что видели предки нынешнего мира. Впервые такое предположение высказал Гарри Чарльз Пёрвис Белл
Британский чиновник, назначенный первым комиссаром археологии на Цейлоне, прежнее название Шри-Ланки. Белл сделал доклад по этому поводу, который содержал следующее. Эта древняя карта мира, возможно, самая старая из существующих, представляет большой интерес. Ее наличие свидетельствует о древности астрономической традиции, которая до сих пор практикуется в некоторых буддийских монастырях Цейлона. Хотя диаграмма не похожа на карту в современном понимании, Белл добавил, она представляет собой космографическую таблицу прошлых лет, которая с наивной простотой иллюстрирует буддийские представления о Вселенной. Секретный код. В соответствии со своими знаниями о буддизме Белл объяснил, что на карте изображены Земля, море и Вселенная. Современные туристы расширяют эту теорию, выдвигая более интересные предположения. Предполагается, что карта имеет сходство с определенными местами на Земле, которые считаются звездными вратами, а в карте содержится секретный код для их активации. Исследователи, склонные к альтернативным теориям, утверждают, что схема содержит символы, идентичные звездным вратам, обнаруженным в Абу-Гураби, Египет и Хаю-Марки, Перу. В пользу этой потусторонней теории говорит и близость к горе Данигала, известной также как Внеземная гора, расположенной в священном городе Полонарува. Расположенная глубоко в джунглях и популярная среди туристов, Данигала имеет уникальную круглую форму и совершенно плоскую вершину. Это привело интернет-сыщиков к выводу, что в какой-то момент она, должно быть, использовалась для приземления НЛО. Загадочные звездные врата Шри-Ланки по-прежнему окутаны тайной, их назначение и значение до сих пор не раскрыты. Однако культовый статус, который придали им любители теории заговора, наконец-то привлек к ним заслуженное внимание общественности. Благодаря своему энтузиазму и силе социальных сетей, они наконец-то вышли из тени и стали заметны. 2. Пирамиды под Аляской и странные исчезновения. На Аляске есть одно загадочное место с не менее загадочным названием Аляскинский треугольник. Он известен тем, что на его территории периодически пропадают люди, и общее количество пропавших без вести на сегодняшний день уже превысило количество местных жителей. Район треугольника Аляски охватывает сразу несколько американских городов – Джуна, Анкоридж и Барроу. Территория загадочного треугольника очень велика и занимает тысячи километров. Это и озера, и горы, и равнины. Есть тут и местные жители, среди которых племя индейцев Тлингита. У них есть легенды о том, что в этом месте обитает злое человекоподобное существо под названием Куштака. Это существо является то ли духом, то ли оборотнем, имеет человеческое тело и голову выдры. Оно заманивает своих жертв к водоему, издавая при этом женский крик или плач ребенка, затем уносит их с собой навсегда. Существованием Куштаку индейцы и объясняют случаи с исчезновением людей на территории Аляскинского треугольника. Общее количество пропавших без вести на текущий момент уже достигло цифры 16 тысяч человек. Здесь, как и над знаменитым Бермудским треугольником, пропадают целые самолеты. Один из первых таких случаев произошел в 1950 году. Тогда авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, выполнявшим рейс из Аляски в Техас. На борту самолета было 44 пассажира. На связь он так больше и не вышел, но и обломков его найти не удалось. После этого были зафиксированы такие же случаи пропажи нескольких частных самолетов. В 1972 году здесь пропал еще один самолет, на борту которого находился знаменитый политический деятель. Поэтому поисками самолета занимались очень серьезно. Это были самые масштабные поиски за всю историю Соединенных Штатов. В течение 40 дней всю местность предполагаемого крушения прочесывали 40 военных самолетов. Но поисковикам так и не удалось обнаружить ни обломков самолета, ни останков людей. Некоторые ученые объясняют загадочное исчезновение людей и техники над треугольником Аляски тем, что в этой местности расположена зона сильнейших электромагнитных излучений. Подобные зоны расположены над Бермудским треугольником, на острове Пасхи и в районе египетских пирамид. Эти излучения способны оказывать влияние не только на физические тела,
но также вызывать видение и дезориентировать. Также в таких зонах часто наблюдаются поломки техники, что может объяснять и крушение самолетов. Есть еще одна версия относительно происходящего в зоне Аляскинского треугольника. Согласно этой версии, под землей находится погребенная пирамида, и даже не одна. Приверженцы этой теории не знают, кто и когда построил эти пирамиды, но называют их древними. В 1992 году геологи действительно обнаружили здесь огромную подземную пирамиду. Найти загадочный объект удалось совершенно случайно при составлении сейсмической карты данных районов Аляски. Военные тогда вместе с учеными готовились к возможным подземным ядерным испытаниям, которые намеревался проводить Китай. Конечно, долгое время эта информация была засекречена. И только в 2012 году один отставной военный рассказал, что действительно в 50 милях от горы МакКинли была обнаружена подземная пирамида высотой около 350 метров. Находки дали название Темной пирамиды. Она и сейчас контролируется Пентагоном. Но поскольку территория Аляскинского треугольника не ограждена, то люди по-прежнему продолжают здесь исчезать. 3. Чудеса Солнца 1917 года, что на самом деле произошло в Фатиме. О Фатимском чуде наверняка слышали многие. В 1917 году 3 детей из португальского города Фатима сообщили, что к ним явилась Дева Мария, когда они пасли овец. По словам детей, она пообещала им являться в течение полугода 13 числа каждого месяца, а в последний раз 13 октября 1917 года чудо смогут наблюдать и другие люди. Слух об этом быстро разошелся, и к назначенному дню в Фатиму стало съезжаться много людей. В результате, чтобы стать свидетелями явления Девы Марии, собралось около 70 тысяч человек. Правда, явление самой Девы Марии они не увидели, но все равно не остались разочарованы, так как, подняв голову вверх, они увидели то, что впоследствии было названо чудесами Солнца. Чудеса Солнца, что увидели люди в Фатиме. Так как увидеть чудо собралось огромное количество людей, происходившему в Фатиме было много свидетелей. Все они говорят, что Солнце, которое всегда выглядит как яркое и статичное пятно на небе, начало вести себя очень необычно, мчалось к земле, затем возвращалось в исходное положение, вращалось вокруг себя и производило вспышки разного цвета. Среди свидетелей был профессор науки Хосе Мария де Алмейда Гаррет. По его словам, он заметил, что вокруг все потемнело и приобрело прозрачный фиолетовый цвет. Затем цвет сменился на интенсивный желтый. По его словам, окружающие его люди стали выглядеть так, как будто они болеют желтухой. Его собственные руки приобрели такой же желтый цвет. При этом профессор утверждал, что все эти явления он видел в спокойном, безмятежном состоянии ума. То есть в этот момент он не испытывал никакого эмоционального волнения. Что говорит наука о Фатимском чуде? Если рассуждать логически, можно сказать, что 13 октября 1917 года с Солнцем на самом деле ничего не происходило, в противном случае это явление видели бы люди не только в Фатиме, но и других частях планеты. Более того, никаких странностей не было зафиксировано ни одной обсерваторией, которые постоянно наблюдают за нашей звездой. Но что могло заставить Солнце так себя вести локально? Предположения существуют разные. По мнению сотрудника Ладзинского технологического университета Артура Веровски, люди могли увидеть так называемую солнечную собаку. Это явление, при котором солнечный свет проходит сквозь облако с кристаллами льда, находящиеся высоко в атмосфере. Известно, что такие облака способны освещать небо различными цветами из-за наличия в них льда. Однако свидетели, в том числе и представители прессы, рассказывали не только об изменении цвета, но и других странностях, которые происходили с Солнцем. Например, они видели вращение, так сказать, колес Екатерины, орудие смертной казни для колесования, а также, как уже было сказано выше, всевозможные трюки, которые проделывало Солнце на небе. Все это можно объяснить массовой истерией в комбинации с солнечной ретинопатией, то есть ожогом сетчатки глаза из-за длительного наблюдения за Солнцем.
По словам профессора Агюста Миссена, сотрудника Института физики Католического университета Лёвена, такое состояние уже наблюдалось у религиозных людей, которые длительное время смотрели на Солнце во время религиозных ритуалов. Например, те же самые оптические эффекты видели 10 тысяч человек, которые длительное время смотрели на Солнце в 1949 году. Надо сказать, что изменение цвета является характерным симптомом солнечной ретинопатии. Но как же движение Солнца по небу? Это явление можно объяснить остаточным изображением. То есть, когда люди переводили взгляд от Солнца в сторону, им казалось, что Солнце движется. В подтверждение этой версии говорит тот факт, что не все присутствующие видели чудеса Солнца. Возможно, эти люди были настроены скептически и длительное время не подвергали свое зрение воздействию яркого света, в отличие от тех, кто поверил детям и заранее был настроен увидеть чудо. Кроме того, ничего необычного не видели жители соседних сел. Сами же свидетели по-разному описывают увиденное. Это неудивительно, если предположить, что все чудеса были просто симптомами солнечной ретинопатии. Тем не менее, споры о Фатимском чуде продолжаются по сей день. 4. Загадочные 7500-летние статуэтки, созданные цивилизацией Винчи, демонстрируют контакт с древними инопланетянами. По мнению некоторых археологов, открытие табличек Тертерия считается самой ранее известной письменностью в мире. 3 таблички Тертерия были обнаружены в 1961 году археологом Николаем Власаатом на месте неолита в деревне Тертерия, Румыния. Хотя ученые не смогли определить возраст табличек с помощью метода углеродного датирования, они утверждали, что эти предметы были изготовлены около 7500 лет назад. Исследователи обнаружили похожие объекты с надписями в Греции, Сербии, Болгарии и других частях Европы через некоторое время. По мнению ученых, они были созданы в эпоху шумеров между 5500 и 4000 годами до нашей эры, людьми древней загадочной цивилизации Винчи. Одни исследователи утверждали, что расшифровать загадочные буквы, найденные в древних таблицах, невозможно, другие считали, что это пиктограммы. Цивилизация Винчи считается крупнейшей доисторической цивилизацией, существовавшей в Европе. Название Винчи произошло от деревни, расположенной на берегу Дуная, где впервые были обнаружены следы этой загадочной культуры. Цивилизация Винчи считается первой культурой в Европе, где помимо сельского хозяйства практиковалась также металлургия. Возможно, это была первая цивилизация в мире, использовавшая медь. Полученные данные свидетельствуют о том, что рабочие, жившие на территории Сербии примерно за сотни лет до любой современной цивилизации, начали использовать инструменты и оружие из меди. Ученые обнаружили, что свидетельства самой ранее известной металлургической обработки и кузнечного дела были начаты 7500 лет назад цивилизацией Винчи в сербском городе Плочник. Народ Винчи был не только мастером ремесел, но и был развитой цивилизацией. Чтобы доказать этот факт, исследователи нашли различные фигурки в виде животных, сделанные Винчами. Кроме того, в каждом доме было специальное место для урны для мусора, дома были оборудованы отоплением, люди спали на ковриках из шерсти или меха, одежду шили из льна. Недалеко от жилых массивов находилось аккуратно устроенное кладбище. Во время раскопок в южном регионе Сербии археологи обнаружили несколько фигурок из глины, изображающих Бога. Они также нашли артефакты, которые имели женские характеристики и выглядели как современное описание инопланетян. Среди этих загадочных фигурок – лица или маски, треугольной формы с большими овальными глазами, удлиненными носами и без каких-либо признаков рта. Некоторые из этих фигурок имели вид полулюдей и полурептилий. Некоторые из этих гуманоидных фигурок изображены в виде богов. Большинство этих странных гуманоидных фигур изображены как божества-хранители, некоторые из них считаются добрыми, а другие – злыми. Зооморфно-антропоморфное изображение – загадка для многих исследователей, но ответа на нее нет. По мнению теоретиков древних космонавтов,
Это может быть лучшим примером контакта с внеземными существами, пришедшими с других планет. Исследователи проанализировали город и предположили, что этот город можно считать интеллектуальным центром культуры. Обнаруженные археологами артефакты объясняют, что культура Винчи не отставала от других высокоразвитых древних культур того времени. 5. Чиндарская плита – артефакт, ставящий под сомнение всю известную историю древнего мира. В начале 90-х годов прошлого века профессору Башкирского государственного университета Александру Чувырову на глаза попалась интересная информация о каменных плитах с высеченными на них древними знаками. Позже, работая в архиве, ученый выяснил, что эти артефакты известны уже довольно давно. Упоминания о них есть в описании уральских геологических экспедиций XVII века. А в начале века XX их достаточно подробно описал Алексей Шмидт, основатель уральской археологии. В старых работах шла речь о 200 больших каменных плит, явно имеющих следы механической обработки. На них были изображены непонятные символы, знаки и черточки. В 1924 году известный геолог Георгий Вахрушев включил загадочные плиты в список памятников природы, культуры и истории в БССР. Вот только речь шла уже не о 200 плит. Академик писал про 6 камней с высеченными на них странными знаками. Место их нахождения предполагалось близ деревни Чиндар. Все это настолько заинтересовало профессора Чувырова, что в 1998 году он организовал археологическую экспедицию. Он предполагал, что примерные размеры плит должны быть сопоставимы с древнейшими мегалитами, потому сделал упор на съемку с вертолета. Однако этот подход не увенчался успехом. Артефакты обнаружить не удалось. В последний день неудачной экспедиции профессор обмолвился о целях поиска в разговоре с председателем местного сельсовета. Каково же было удивление ученого, когда в ответ на это его отвели к старому дому, где предъявили уникальный каменный артефакт. Непонятные символы сразу бросились в глаза ученому. Председатель рассказал, что его дом был построен еще до революции, а раньше на этом месте была старая кузня. Так что каменная глыба весом больше тонны досталась тому в наследство вместе с недвижимостью. Я уже когда с армии пришел, стал присматриваться к ней. Смотрю, полосы какие-то чудные, выемки и знаки. Природа такие сделать не может, а вот человек, ну не знаю. Пытался ее как-то и молотком, и зубилом, не царапается и все тут. Древний артефакт имел размеры 1 на 1,5 метра, при толщине 16 сантиметров. Самое важное было то, что он был полностью покрыт глубокими бороздками и знаками. Профессор сразу определил, что перед ним скорее всего древняя карта. Подробное изучение находки показало, что в рисунке периодически повторяется угол в 56 градусов. Профессор сопоставил это с широтой Башкирии и сделал догадку, которая позже подтвердится. Перед ним лежала карта юга Башкирии. Только на ней был изображен ландшафт, который был в этой местности как минимум 5 миллионов лет назад. Четко прослеживались русла рек, но были несколько смещены. Была хорошо заметна Уфимская возвышенность. Виден даже Уфимский каньон. Правда, в наше время от него практически ничего не осталось. Позже геологи подтвердили, что примерно 5 миллионов лет назад произошел сдвиг литосферных плит. До этого эта местность должна была выглядеть именно так. Такие заявления заставили профессора крайне внимательно подойти к определению возраста артефакта. Различные тесты дали поразительные результаты. Возраст плиты был определен от 50 до 120 миллионов лет. Более точные данные получить не удалось. Также стоило учесть материалы, из которых была сделана плита. Именно сделана. Ученому уже было понятно, что он столкнулся со 100% искусственным изделием. Материал плиты стоит отдельного разговора. Основание, толщиной 14 см, выполнено из крепчайшего из известных минералов доломита. Причем в нем практически отсутствуют примеси кварца. В природе такое сочетание не встречается. 2-сантиметровый верхний слой состоит из так называемого диапсидового стекла. Каким образом он был получен, ученые не могут сказать. Именно на него нанесен рельеф карты.
Рентгенограмма показала, что рисунок выполнен неизвестным высокотехнологичным инструментом. По твердости диапсидовое стекло сопоставимо с современным титановым сплавом. И, наконец, верхний слой, толщиной всего 2 мм, венчает это произведение. Кальциевый фарфор, практически вечный материал, защитил изделие на многие миллионы лет. В связи с тем, что любопытный артефакт обнаружил не просто энтузиаст-любитель, а человек от науки, к нему было проявлено серьезное внимание. Была создана комиссия, включающая в себя несколько маститых ученых. Среди них был ректор МГУ Виктор Садовничий, член президиума сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко, члены РАН, РАЕН и 2 космонавта Виталий Севастьянов и Владимир Аксенов. Новые эксперты полностью подтвердили заключение Чувырова. Выдержка из письма начальника топографической службы ВС РФ Валерия Филатова от 1 декабря 2007 года. По вашей просьбе были рассмотрены представленные материалы с целью идентификации поверхности, изображенной на каменной плите, и проведена работа по изучению археологической находки. По данному вопросу сообщаем следующее. На поверхности плиты изображен рельеф, в целом соответствующий юго-западным отрогам Башкирского взгорья, с некоторым смещением русел водных артерий указанного района. Теперь перед учеными стоит еще более интересный вопрос. Кто же мог создать такую карту миллионы лет тому назад? Конечно, ответить на него пока не представляется возможным. Но сам факт существования подобного артефакта переворачивает с ног на голову все современные представления об истории нашей цивилизации. При этом не стоит забывать, что это всего лишь фрагмент, и где-то хранятся еще как минимум 200 таких же плит. 6. Артефакты, найденные в Мексике, доказывают контакты цивилизации майя с инопланетянами. Теперь открыты многие тайны майя и получены ответы на многие вопросы, в том числе и о контактах майя с НЛО. Это новое открытие наносит мощнейший удар по секретности, специально созданной вокруг истинной истории нашей Земли. Найденные в Мексике артефакты и опубликованные мексиканским правительством документы и их изображения доказывают реальность внеземного контакта. Они были предоставлены Национальным институтом антропологии и истории Мексики. Каменные диски цивилизации майя. По данным Национального института антропологии и истории, каменные диски были созданы майя и найдены около 80 лет назад. Все изображения в разных сегментах дисков четкие и однозначные. 1. Изображение двух окружностей одна в другой, вероятно, Земля и ее атмосфера. 2. Межпланетный корабль. 3. Предполагают, что это астероид, движущийся в направлении Земли. 4. Летательный аппарат, специально разработанный для поражения или отклонения кометы. 5. Предположительно астронавт, управляющий полетом. 6. Интеллектуальный корабль, управляемый человеком. Также внеземные контакты майя доказывает комплекс пирамид на территории Мексики. Наибольший интерес представляет их подземная часть с большим количеством тайных комнат. В них были найдены изделия, которые майя не могли изготовить при имеющихся у них на тот момент технологиях. Там же найдены изображения длинных существ с раскосыми глазами и рисунки летательных аппаратов, похожих на тарелки. Календари и рукописи. Многие люди верят, что инопланетяне посещали майя, так как один из божеств Кукулькана, вероятно, был галактическим посетителем Земли. Он научил майя сельскому хозяйству, математике, медицине и астрономии. Иначе, как еще можно объяснить календарь майя, по которому и по сей день можно точно предсказать лунное затмение, потратив на расчеты 30 секунд. Майя уже знали о планетах, которые тогда еще не были обнаружены, а были открыты лишь несколько веков спустя. Они были первой цивилизацией, применившей ноль в математике. Интересно, что Кукулькана в рукописях майя описывали как белого человека, имевшего светлые волосы и голубые глаза, в то время как другие упоминания описывали африканский тип человека. Это дает право утверждать, что наша цивилизация была привнесена на Землю из разных звездных наций. Гибель цивилизации майя началась в 1521 году, когда Эрнан Кортес
финансируемый римско-католической церковью, начал завоевание Юкатана испанцами и вторгся на территорию майя. Кортес считал майя язычниками, и по его приказу конкистадоры совершали набеги на здания индейцев. Они уничтожали, сжигали книги, биографии, музыкальные, исторические, генеалогические работы, тем самым разрушая все следы этой великой цивилизации. Согласно исследованиям Друнвала Митхиседека, в подвале музейной библиотеки были обнаружены около 1000 рукописей древних индейцев. Большинство ученых считали, что все они, кроме 4 рукописей, были уничтожены. Это является ярким примером того, как долго обманывали общественность. Если испанцы якобы уничтожили все книги, рукописи и тексты индейцев, то почему тогда существует такое произведение, доступное для просмотра в музее, как Дрезденский кодекс майя? Многие из книг майя, которые считались сожженными, на самом деле не были сожжены. Например, часть реликвий майя, после раздела их территории между испанцами и португальцами, была доставлена в Ватикан. Папа Римский Григорий VIII требовал выравнивания юлианского календаря из-за того, что солнечный день был длиннее календарного на 11 минут, и происходило смещение Пасхи по отношению ко дню весеннего равноденствия. Для создания григорианского календаря, по указанию папы, немецкий математик собрал команду, которая использовала тексты и расчеты майя. Через 5 месяцев усердной работы команда математиков получила григорианский календарь. Православный папа представил дату 21 декабря 2012 года как конец света. У майя календарь был более совершенен и точен, а самое главное, он бесконечен, в нем один цикл сменяется другим, существует короткий и длинный счет. У них дата 21 декабря 2012 года является всего лишь окончанием одного длинного цикла и началом нового. 7. Диск из Небры. 3600-летний бронзовый артефакт, возможно, является совершенной звездной картой. Диск из Небры – один из самых странных исторических артефактов, когда-либо обнаруженных учеными. Бронзовый диск диаметром 32 см был изготовлен примерно в 1600 году до нашей эры и изображает Солнце, Луну и несколько звезд, среди которых можно различить Плеяды. Историки спорят, мог ли он использоваться древними культурами для определения времен года и солнцестояния. Если да, то нам придется переписывать учебники. До сих пор считалось, что астрономические знания являются уделом развитых культур, таких как Вавилонская империя или Египет. В Европе в то время существовали лишь примитивные фермеры, чьи прадеды выживали за счет мамонтов и кореньев. Возможно, единственным исключением стали неизвестные цивилизации на западе континента, которые возводили массивные дольмены, как будто это были простые кирпичи. Однако диск, найденный возле немецкого города Небра, примерно в часе езды от Лейпцига, свидетельствует о том, что даже жители Центральной Европы не были глупыми. Этот удивительный артефакт относится к периоду так называемой унититской культуры, следы которой были найдены в Богемии, Моравии и на территории современных Словакии и Германии. Археологи считают, что уже в это время через этот район проходили важные торговые пути из Северной Европы на юг, по которым перемещались ценные товары, включая янтарь и медь. Только по этой причине культура унетицы не могла быть изолированной или отсталой. И это не перестает удивлять экспертов. Путешествие по черному рынку. Особое внимание привлек вышеупомянутый диск из Небры. Но прежде чем он попал в Ландисмузеум Саксонии, Анхальт, ему пришлось пройти нелегкий путь. В 1999 году он был обнаружен с помощью металлоискателя кладоискателями-любителями, которые были не очень профессиональны и повредили его при извлечении из земли. Диск был частью крупного клада, состоящего из бронзовых мечей, топоров и сломанных браслетов. Вскоре искатели выяснили, что не смогут законно продать эти предметы, поскольку древние сокровища по закону являются собственностью государства, поэтому они попытались предложить их частному швейцарскому коллекционеру по цене $400 000. Но коллекционер оказался замаскированным полицейским,
который немедленно арестовал нелегальных кладоискателей. Только после этого путешествия сокровища и диск наконец-то попали в руки настоящих экспертов. Случайное творчество или действующий календарь. Цвет бронзового диска изначально был темно-синим, но со временем окислился и потускнел. На поверхности имеются золотые инкрустации, которые, вероятно, изображают диск Солнца, полумесяц и 30 звезд. По краям он был украшен 3 арками, однако из них сохранились лишь только 2. Именно эти арки представляют собой самую большую загадку для археологов, поскольку неясно, что они должны были изображать. Согласно одной из точек зрения, они могли быть мифической колесницей, на которой Солнце переезжает с одной стороны неба на другую. Профессор Вольфхард Шлоссер из университета Бохума предложил более интересное объяснение. Когда он измерил угол между парой сохранившихся сводов, то получил угол 82 градуса. Это тот же угол, под которым Солнце проходит над горизонтом во время летнего и зимнего солнцестояний в этом поясе Центральной Европы. Поэтому Шлоссер считает, что диск неба служил календарем и индикатором года. Это означает, что центральноевропейские аграрные общины Бронзового века были гораздо более развитыми и сложными, чем предполагалось ранее. Таинственные Плеяды. Также примечательно скопление из 7 звезд в верхней правой части солнечного диска. По мнению ученых, это, вероятно, были Плеяды, из которых сегодня невооруженным глазом видны только 6 звезд, но 7-я светила гораздо ярче в античные времена и упоминалась древними греками. Это звездное скопление играло большую роль во многих древних культурах. В зависимости от того, на какой стороне неба оно всходило, крестьяне начинали сезон посева или сбора урожая. Разумеется, не безинтересно, что на восточной стороне Плеяды в Древней Европе восходили в начале ноября во время Дня всех усопших или Хэллоуина, возвещая нашим предкам о наступлении сезона мрака и смерти. Таким образом, эти астрономические явления и связанные с ними календарные циклы, вероятно, были известны и жителям Центральной Европы еще в Железном веке. Изготовив диск, мастера того времени даже стали первооткрывателями. Это самое древнее изображение неба из когда-либо обнаруженных. После диска из Небры следует фреска звездных часов, найденная в гробнице в египетских Фивах, которая датируется 1463 годом до нашей эры. 8. Могут ли осьминоги быть пришельцами с другой планеты? Каких только не встретишь исследований в самых разных журналах. В довольно провокационной статье утверждается, что предки осьминогов прилетели на Землю из космоса. Речь об обзоре, опубликованном в рецензируемом и довольно неплохо цитируемом журнале «Прогресс в биофизике» и молекулярной биологии, в котором в общей сложности перечислено 33 довольно известных в своих областях ученых. Хотя есть ощущение, что редакция эту статью пропустила шутки ради. Если кратко, то делается довольно простое утверждение о том, что на направление эволюции на Земле существенно повлияла биохимия, которая зародилась за ее пределами. Кометы являются носителями и распространителями жизни в космосе, а жизнь на Земле возникла и развилась в результате воздействия комет, говорит один из специалистов. В первую очередь речь о вирусах, которые на протяжении всей эволюции жизни оказывали на нее огромное влияние. На основе существующих исследований делается вывод о том, что буквально, так сказать, дождь внеземных ретровирусов сыграл ключевую роль в диверсификации жизни в наших океанах примерно 500 миллиарда лет назад. Таким образом, ретровирусы и другие вирусы, предположительно обнаруженные в следах кометного мусора, потенциально могли добавлять новые последовательности ДНК в земные геномы и вызывать дальнейшие мутагенные изменения в геномах соматической и зародышевой линий, пишут авторы. Ну а дальше в исследовании написано совсем уж будоражащее сознание утверждение. Именно в период активной бомбардировки Земли кометами головоногие моллюски впервые появляются на планете, разветвляясь на ошеломляющее множество размеров и форм за, казалось бы, удивительно короткий промежуток времени. Тут, конечно, следует отметить, как легко люди разбрасываются фразами, вроде «довольно короткий промежуток времени»,
говоря о сотнях миллионов лет. Генетика этих организмов, которые сегодня включают осьминогов, кальмаров и каракатиц, также странна, как и сами животные, отчасти из-за их способности редактировать свою ДНК буквально сознательно, говорят исследователи. Авторы работы делают довольно смелое заявление о том, что эти генетические странности могут быть признаком того, что их ДНК произошла не на Земле. Более того, они пишут, что не следует сбрасывать со счетов возможность того, что с помощью комет на Землю могли быть заброшены находящиеся в стазисе яйца кальмаров или осьминогов, которые оттаяли в теплых водах земных океанов, а не просто фрагменты ДНК, подсаженные земным организмом с помощью вирусов. Заканчивают свою работу исследователи шуткой, хотя, кто их знает, может и не шуткой, о том, что на всякий случай, если их предположения найдут подтверждение, они рекомендуют хорошо подготовиться к возвращению повелителей наших головоногих моллюсков, ведь они вполне могут захотеть получить эти яйца обратно. 9. Действительно ли так называемые люди-муравьи из легенд индейцев Хопи и шумерские анунаки одна и та же раса? Легенды о потопе известны всему миру. Большинство из них обычно следуют одному и тому же сценарию. Хотя есть история, существенно отличающаяся от того, что рассказывается в мифах шумеров, египтян или других народов того периода. Речь идет о мифологии индейцев Хопи, предки которых из поколения в поколение с давних времен передавали эти события несколько иначе. Гранд Каньон – одно из самых известных мест в Америке, но немногие знают, что каньон – это еще и место, где, согласно легендам, индейцы Хопи пережили сильное наводнение, уничтожившее большую часть населения мира. Уже один этот факт существенно отличает их историю от известных в мире. Кроме того, согласно их легендам, существовали и, возможно, до сих пор существуют загадочные люди-муравьи, живущие под поверхностью нашей планеты и передвигающиеся на, так сказать, летающих щитах во время появления на поверхности. Нельзя отрицать, что концепция другой расы, живущей как бы у нас под ногами, кажется неправдоподобной. Однако стоит помнить, что почти во всех древних культурах говорилось об определенных местах на Земле, где можно получить доступ к такому внутреннему миру. Многие независимые культуры, такие как греческая, шумерская и египетская, прямо утверждали, что боги обитают во внутренних частях Земли. Может ли эта уверенность исходить из встреч с загадочными существами, которых на протяжении многих лет называли богами? Более того, ходят слухи, что то, как Хопи называют людей-муравьев или друзей-муравьев, Анусином, вызывает почти прямую ассоциацию с историей анунаков. Вавилонского бога неба звали Ану, что на языке Хопи означает «муравей». Слово «наки» можно перевести как «друзья». Таким образом, анунаки переводится с языка Хопи как «друзья-муравьи». Это означает, что на двух разных континентах появилось два почти идентичных названия расы сверхсуществ или богов, принимавших активное участие в развитии человечества, и в то же время в легенде о потопе. Разница лишь в том, что шумерские анунаки пришли с неба, а люди-муравьи пришли из подземного мира, внутренней земли. Есть также те, кто считает, что люди-муравьи, описанные в мифах Хопи, также повлияли на культуру Египта. Говорят, что некоторые из древних петроглифов Хопи напоминают вид африканского муравья, называемого муравьем-фараоном. Согласно этой смелой теории, он напоминает уменьшенную версию фараона Эхнатона своей удлиненной головой, известного своей странной, инопланетной внешностью. Могло ли увлечение древних культур удлиняющимися черепами быть результатом встречи с этой загадочной расой муравьев? Конечно, это дикие или даже абсурдные предположения, но ученые не хотят в этом разбираться, так как легенды, увы, не их профиль. 10. Какие тайны хранит плоская гора Рарайма, благодаря которой появился затерянный мир Конана Дойля? Загадочная гора Рарайма в Мексике, словно плато из затерянного мира или земли Санникова. По крайней мере, именно она, как принято считать, вдохновила Конана Дойля на написание своего знаменитого романа. Как летучий корабль, она висит над землей,
окутанная облаками и туманом. Взобраться на нее могут только самые выносливые, а там наверху никаких вершин, а одна сплошная равнина, будто какой-то великан взял и срезал ее верхушку острым гигантским лезвием. Неудивительно, что о Рарайме древние индейцы складывали невероятные легенды. Нигде в мире больше нет такой странной горы. Летающий корабль. Рарайма расположена на стыке Бразилии, Венесуэлы и Гаяны и является частью горного хребта. Высота ее более 2700 метров, а стены по большей части отвесны, вниз по ним спускаются бурные водопады. А еще ее называют единственной в мире горой без вершины. Такие горы, как Рарайма, называют столовыми, и на Земле они встречаются в основном в Южной Америке, Африке и Азии. Обычно они, как и Рарайма, состоят из осадочных пород, а усеченную верхнюю часть имеют благодаря денудации, то есть эрозии и выветриванию пород. Рарайма – самое крупное образование такого типа из тех, кто есть в Южной Америке. С давних пор поблизости от Рараймы жили древние индейцы. Такие горы они называли Типу и верили, что они созданы божествами. Рарайму, например, считали домом богини Куин, которая якобы создала все живое на планете. Хотя подняться на эту гору не просто даже с ее пологой стороны, те, кому это удавалось, вернувшись, рассказывали о невероятных красотах, которые встретили наверху. Это еще больше подогревало суеверный интерес и страх, заставляя индейцев сочинять о Рарайме все новые и новые легенды. Внимание ученых Рарайма привлекла, когда в 1596 году ее обнаружил и затем описал один из английских путешественников. Что же там, наверху? Площадь горы Рарайма – 34 квадратных километра, что во много раз больше площади Нью-Йорка. На этом, так сказать, плато обитают уникальные виды растений и животных, некоторые из которых больше нигде, кроме как на этой горе, не водятся. Исследователи убедились в этом, когда им удалось на ней побывать. Впервые экспедиция поднялась на эту гору в 1884 году. Кстати, находятся отчаянные люди, которые пытаются взобраться на Рарайму по отвесным стенам с ее крутой стороны. Некоторые из них погибают. Самый простой же способ попасть наверх – высадиться сюда на вертолете, но стоит это, понятное дело, очень дорого. Некоторые гиды водят на Рарайму пешие экскурсии, их организовывают и для русскоязычных туристов. Для этого нужно пересечь местную реку, а потом подниматься по саванне, периодически делая привалы и ночевки. Большая часть подъема непосредственно на гору будет идти через тропический лес. Тут встречаются уникальные папоротники, бромелии, росянки, в том числе растения-эндемики этой местности. Подъем наверх занимает несколько часов. Ближе к вершине путешественники увидят гигантские ступени нерукотворного происхождения, это валуны, имеющие почти кубическую форму. По ним подниматься будет еще легче. На самом деле поверхность Рараймы не совсем плоская. На ней есть и холмы, и болотца, и речки, и озерца, в прозрачной воде которых, если температура позволяет, можно искупаться. А еще она вся испещрена расселинами, некоторые из которых довольно широкие, поэтому туристам желательно не ходить по плато в темное время суток, чтобы не провалиться вниз. Жабы на горе сворачиваются клубком. Из животных на Рарайме можно встретить капибар и других более мелких грызунов, а также насух, ящериц, лягушек. Некоторые нигде больше не встречаются. Один из эндемиков – гвианский арлекин. Это маленькая жаба, которая не может ни прыгать, ни плавать, при этом способна в случае опасности сворачиваться клубком и скатывается в щель между камней. Также интересно, что многие насекомые и животные, например, тот же гвианский арлекин, и птицы тут имеют черный окрас. На плато можно увидеть множество видов растений, папоротники, орхидеи, кувшинки и так далее. Деревьев же здесь не так много, потому что это место часто страдает от молний. Кстати, здесь много плотоядных растений, которые питаются насекомыми, росянка рараймская, пузырчатка, гелиамфора. А еще на горе есть своя достопримечательность,
которую называют окном Рараймы, это смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид как на Гранд-Саванну, так и на соседнюю столовую гору Кукинан. Впрочем, оставаться здесь надолго не стоит. На Рарайме часты дожди и грозы, которые, как уже говорилось, чреваты ударами молний именно в плоскую поверхность горы. Людям, попавшим на гору, запрещается оставлять здесь мусор и что-либо отсюда уносить с собой, ведь Рарайма является частью заповедной территории национального парка Канаима, охраняемого законом. Загадки и мифы. Когда на гору поднялась первая экспедиция, ученые обнаружили на поверхности останки животных, которые идентифицировать не смогли, видимо, их нет нигде больше в мире, а здесь они жили много веков назад и потом вымерли, а еще наскальные рисунки. Кто их нанес, остается загадкой. Также говорят, что участники той экспедиции заблудились в тумане и не могли выбраться. Возвращались же вниз, как им показалось, несколько недель. Когда же они спустились, выяснилось, что они не возвращались 4 года. Получается, что на горе как-то по-другому воспринимается время. Племена индейцев Пимон и Капон верили, что Рарайма – это ствол гигантского волшебного дерева, вокруг которого изначально росли все фрукты и овощи, которые только существуют на земле. Потом же, согласно преданию, эти земли захватило племя Макунаима. Захватчики якобы срубили дерево, что вызвало всемирный потоп. А современные любители мистики уверяют, что Рарайму вообще возвели инопланетяне. Геологи же объясняют происхождение этой горы просто: она появилась в результате мощнейшего землетрясения около 2 миллиардов лет назад. Раньше она была частью огромного плато, которое разрушилось, оставив лишь, так сказать, осколки, несколько столовых гор. Ученым предстоит разгадать еще много тайн природы. Рарайма до сих пор исследована еще не полностью. 11. Древние анунаки, Нибиру и почему золото было так важно. Существование древних анунаков, внеземной цивилизации, пришедшей на Землю в далеком прошлом, давно оспаривается исследователями. Однако их существование и прибытие на планету Земля хорошо задокументированы во многих древних текстах, которые полностью игнорируются основной историей. По словам Захарии Сичина, боги анунаков создали людей, как вид рабов. Первые люди были продуктом разумного замысла 450 тысяч лет назад, когда древние анунаки генетически смешали свою ДНК с ДНК доисторического человека и таким образом получили рабочую силу, которая позволила им эксплуатировать природные ресурсы Земли. История анунаков, тех, кого Ану послал с небес на Землю, гораздо более загадочна, чем кто-либо готов принять. В последние годы, и в основном из-за теории древних астронавтов, которая предполагает, что Землю посещали высокоразвитые инопланетные цивилизации на протяжении тысячелетий, правда об анунаках приобрела большое значение среди миллионов читателей по всему миру. Доказательства присутствия анунаков на древних глиняных табличках. Если бы анунаки действительно существовали, нашли бы мы доказательства их правления здесь, на Земле. Что ж, по мнению многих исследователей, доказательств предостаточно. Во время раскопок библейского города Ниневия, группа под руководством Остина Генри Лейерда обнаружила руины древней ассирийской библиотеки Ашурбанипала. Интересно, что одним из наиболее важных открытий, сделанных во время раскопок, была серия клинописных табличек под названием «Семь скрижалей творения». По мнению многочисленных исследователей, таблички рассказывают историю о группе богов, называемых анунаками, которые пришли с небес, чтобы создать человеческую расу. Список шумерских царей, пожалуй, один из самых важных древних текстов, который прекрасно описывает время в истории, когда буквально тысячи лет правили боги. После того, как царство сошло с небес, царство перешло в Эридук. В Эридуге Алулим стал королем. Он правил 28 800 лет. Алалджар правил 36 тысяч лет. Два короля. Они правили 64 800 лет. Одной из наиболее интересных деталей шумерского списка царей является тот факт, что самый ранний список описывает 8 царей,
которые правили землей в общей сложности 241 200 лет, с тех пор, как первоначальное царство, так сказать, спустилось с небес, вплоть до времен Великого потопа, который прокатился по земле, и еще раз царство было низведено с небес после потопа. Великий потоп согласно древним шумерским свидетельствам. Знаете ли вы, что самые ранние сообщения о Великом потопе встречаются в древних шумерских текстах? Согласно древним шумерам, Ириду, современный Абу-Шахрейн, Ирак, считался первым, когда-либо созданным городом и домом великого бога Энки. Считается, что город был основан около 5400 года до нашей эры. Книга Бытия Ириду, которая, как считается, была составлена около 2300 года до нашей эры, является самым ранним известным описанием Великого потопа, предшествовавшего более популярному Великому потопу, описанному в библейской книге Бытия. Ириду Бытие – это сказка, в которой боги проинструктировали Утнапиштима построить большой корабль и собрать внутри семя жизни. В 150 километрах к западу от порта Мапуту, в Южной Африке, мы находим то, что многие сегодня называют одним из первых крупных древних мегаполисов анунаков. Согласно первоначальным тестам, площадь более 1500 квадратных километров является свидетельством существования гигантских доисторических городов, принадлежавших неизвестной древней цивилизации, населявшей этот район в далеком прошлом, в то время, когда основные ученые говорят нам, развитые цивилизации не населяли Землю. По словам Майкла Теллингера, одного из первых исследователей, исследовавших руины в Южной Африке, открытие настолько невероятно, что потребует полного изменения парадигмы в том, как мы смотрим на нашу историю человечества. Теллингер предполагает, что этот удивительный древний город является частью еще более крупного сообщества, площадью около 10 тысяч квадратных километров, и считается, что он был построен за 160 200 тысяч лет до Рождества Христова. Нибиру и золото – спасение родной планеты древних анунаков. Однако что насчет Нибиру? Более того, почему древние анунаки пришли именно на Землю в далеком прошлом? В 1976 году покойный Захария Сичин поднял спор, опубликовав свою книгу «12-я планета». В этой и последующих книгах Сичин представил свои переводы древних шумерских текстов, которые рассказывают невероятную историю о происхождении человечества на Земле, истории, которые полностью отличаются от тех, которые большинство из нас изучали в школе. Нибиру – мифическая планета, расположенная на окраинах нашей Солнечной системы. Это гигантская родная планета анунаков, и она была обречена, и единственное, что могло спасти планету – золото. Сичин выдвинул гипотезу, что анунаки пришли с Нибиру, эллиптическая орбита которой составляет 3600 лет, чтобы добывать золото на Земле. Минералы и ресурсы планет истощались, особенно золото. Родной планете анунаков требовалось золото в атмосфере, которая исчезла. Именно поэтому они пришли на нашу планету, чтобы добыть золото и забрать его на свою родную планету. Знаете ли вы, что золото отражает инфракрасный свет? Инфракрасный свет – это свет, которого вы не видите, но на самом деле, взаимодействуя с ним в виде тепла, излучение взаимодействует с нашими молекулами и заставляет их вибрировать быстрее. Не только в древнем Шумере, но и в древней цивилизации по всему миру золото занимало особое место в своем обществе. Являются ли рассказы о древних анунаках всего лишь древней мифологией? Являются ли они настоящей инопланетной расой, посетившей Землю тысячи лет назад? На эти вопросы пока нет однозначного ответа. 12. Лемурия, гора Шаста и внеземная связь. Говорят, что затерянный континент Лемурия находится где-то рядом с Индийским и Тихим океанами. Однако некоторые теоретики древних инопланетян считают, что Лемурия вовсе не была континентом, а скорее гигантским материнским кораблем в Индийском океане, и что материнский корабль просто покинул Землю после Великого потопа. Из-за огромных размеров материнского корабля древние люди могли подумать, что это большой остров или континент, хотя другая теория состоит в том,
что Лемурия затонула в океане из-за сдвига полюсов, но никаких признаков этого нет. В самом начале можно правильно сформулировать вопрос, какое это имеет отношение к горе Шаста в Калифорнии. Так вот, согласно легенде, последние лемурийцы мигрировали в подземные пещеры горы Шаста, и позже многие люди сообщали, что видели мистических существ в странных одеждах, выходящих из пещер. Говорят, что они высокие, для них характерен орган или устройство на лбу, похожее на третий глаз и бледная кожа. В 1962 году Роджер Хэммингс и группа отдыхающих сказали, что видели, как трое мужчин в плащах вышли из пещеры и спустились с горы, паря в 2 футах от земли. У всех 3 существ был третий глаз на лбу. Путешественники также утверждают, что в пещерах слышны звуки механизмов, иногда человеческие стоны, а иногда и крики. Объяснение этому, согласно одной из теорий, может заключаться в том, что внутри горы Шаста находится подземная база НЛО, потому что, согласно сообщениям, неопознанные летающие объекты входят и выходят из этой мистической горы, и другие теоретики также поддерживают эту линию мысли, говоря, что гора Шаста, как и многие другие вулканы, содержит энергию, необходимую для зарядки НЛО. Углубляясь в тайны, интересная история гласит, что Джейси Браун, британский исследователь, нанятый горнодобывающей компанией Лорд Каудрой в Англии, утверждает, что вошел в пещеру и нашел много различных щитов, золота и мумий. Джейси Браун исчез после того, как он об этом заявил, и больше его никто не видел. Неизвестный источник также утверждал, что видел, как снежный человек ходил вокруг разбившегося НЛО в то же время, когда они были свидетелями появления НЛО возле горы Шаста. Снежный человек, кажется, имеет сильную связь с НЛО, поэтому теоретики думают, что снежный человек может быть инопланетным экспериментом и что они могут жить в близлежащих пещерах. На горе Шаста есть множество пещер, которые могли бы стать идеальным убежищем для такого сообщества бигфутов. Было 3 свидетеля Бигфута на горе Шаста. Бигфут сидел на высоком дереве, когда 3 отдыхающих заметили это существо. Существо спрыгнуло и так напугало отдыхающих, что они, побросав все свои вещи, бросились к своей машине. Со всеми видами паранормальной активности, наблюдаемой на этой горе, неудивительно, что она привлекает, так сказать, странных людей, от друидов до ритуальных групп Вики. В 1960-х годах, например, тысячи хиппи стекались к этой священной горе с целью соединиться с космическими существами и слиться с природой. Многие группы New Age также считали гору святым местом. Утверждалось, что под горой находится древний город под названием Телос, где люди с древнего затерянного континента Лемурия, также известного как Му, поселились после того, как Лемурия была разрушена. Говорят, что они до сих пор живут под горой. Эта история жива и по сей день, и они утверждают, что эти существа иногда являются физическими людьми, а иногда живут на другом плане существования, возможно, как существа других измерений. Тем не менее, история Телоса на самом деле происходит из вымышленного романа «Обитатель 2 планет», написанного в 1800-х годах писателем Оливером Фредериком Спенсером. Спустя десятилетия, в 1930-х годах, тайное общество, известное как розенкрейцеры, также популяризировало веру в то, что продвинутые лемурийцы жили под горой Шаста. Одним из таких розенкрейцеров был Пол Дейл Робертс. Когда его группа проводила исследования на горе Шаста, одна из его экстрасенсов сказала ему сфотографировать ее, она почувствовала что-то рядом. Когда он посмотрел на фотографию, он увидел серебряный диск НЛО, наклоненный в небе за ней. Есть также распространенные истории о том, что линзообразные облака на горе Шаста иногда естественны, но иногда материнский корабль НЛО покрывается облачным паром и выглядит как линзовидное облако. Шарлотта Стентон, например, утверждает, что наблюдала линзовидное облако на горе Шаста и, наблюдая за ним какое-то время, увидела в облаках очертания большого серебряного корабля. В любом случае, абсолютно точно, что на горе Шаста и вокруг нее слишком много необъяснимых вещей и загадок,
так что там должно быть что-то не от мира сего. 13. НЛО над Древним Египтом. Раскрытие истории папируса Тули. Так называемый папирус Тули – это загадочный текст, который некоторые рассматривают как первый письменный отчет о наблюдении НЛО. В этом египетском тексте записано событие, которое предположительно произошло во времена 18-й династии около 1480 года до нашей эры. Итак, вопрос о папирусе Тули таков: может ли это быть доказательством существования инопланетян? Древний Египет известен многими вещами, такими как его невероятно богатая и древняя культура, его удивительная цивилизация, а также его очень таинственными божествами и некоторыми из самых необычных историй древнего мира. Одна из таких странных и малоизвестных историй связана с древнеегипетским документом под названием «Папирус Тули». Папирус Тули представляет собой текст, в котором очень подробно описывается наблюдение НЛО, которое предположительно произошло в Древнем Египте во время правления Тутмоса III. Во время визита в Каир в 1933 году Альберто Тули, от которого текст получил свое название, директор египетского отдела Музея Ватикана, якобы обнаружил интересный папирус в антикварном магазине. Тули якобы решил, что папирус слишком дорогой, чтобы его покупать, поэтому он просто сделал копию оригинального фрагмента, который затем был скопирован заново. При этом первоначальный иератический шрифт почему-то записали иероглифами, факт, который заставляет оспаривать его подлинность. Тем не менее, Альберто Тули и его предполагаемый папирус стали хитом в фольклоре, связанном с НЛО, и многие уфологи используют его как неоспоримый источник инопланетного существования. Считается, что это одна из самых ранних известных записей о флотилии летающих тарелок. Несмотря на то, что папирус был серьезно поврежден и содержал несколько пробелов, решительный принц Борис де Рошевильц сумел перевести его и заявил, что папирус был частью аналов Тутмоса III. Однако в этой истории есть досадная деталь. В древнем тексте фараон не упоминается по имени, что делает ситуацию еще более подозрительной и запутанной. Переводы папируса Тули. Существует два перевода древнеегипетского текста, один выполнен принцем Борисом де Рошевильцем, а другой – антропологом Седриком Леонардом. Ниже приводится перевод, предоставленный принцем Борисом де Рошевильцем. В 22 году, в 3-м месяце зимы, в 6-й час дня, песцы Дома жизни обнаружили, что в небе появился огненный круг, хотя у него не было головы, а ширина его рта имела неприятный запах. Его тело длиной в 1 стержень, около 150 футов, и размером в 1 стержень, у него не было голоса. Их сердца пришли в замешательство из-за этого. Затем они легли на животы, они пошли к царю, чтобы сообщить об этом. Его Величество приказал изучить все, что написано в папирусных свитках Дома жизни, и Его Величество размышлял о том, что произошло. Теперь, по прошествии нескольких дней над этими вещами, вот, их было больше, чем чего-либо. Они сияли в небе больше, чем солнце, до пределов 4 небесных опор. Мощным было положение огненных кругов. Армия царя наблюдала, и его величество был в центре этого. Это было после ужина. После этого они, то есть огненные круги, поднялись выше, направляясь на юг. С неба падали рыбы и летучие вещества. Это было чудо, которого не было со времен основания этой земли. Заставил его величество принести благовония, чтобы умиротворить богов, и то, что записано в книге Дома жизни, запомнится навечно. Седрик Леонард предоставляет более понятный перевод, который может помочь некоторым лучше понять суть текста. В 22 году, 3-го месяца зимы, в 6-й час дня, среди песцов Дома жизни было обнаружено, что в небе появился странный огненный диск. У него не было головы. Дыхание из его рта издавало неприятный запах. Его тело составляло 1 стержень в длину и 1 стержень в ширину. У него не было голоса. Он приближался к дому Его Величества. Их сердце смутилось из-за этого, и они упали на животы. Они пошли к царю, чтобы сообщить об этом.
Его Величество приказал ознакомиться со свитками, находящимися в Доме жизни. Его Величество размышлял обо всех этих событиях, которые сейчас происходили. По прошествии нескольких дней их стало в небе больше, чем когда-либо. Они сияли в небе ярче, чем солнце, и простирались до пределов 4 небесных опор. Мощным было положение огненных дисков. Армия царя наблюдала за происходящим, а его Величество был среди них. Это было после вечерней трапезы, когда диски поднялись еще выше в небе на юге. С неба дождем посыпалась рыба и другие летучие вещества. Чудо, ранее неизвестное со времен основания страны. И его Величество приказал принести благовония, чтобы умилостивить сердце Амона-Ра, бога двух земель. И было приказано, чтобы это событие было записано для его Величества в аналах Дома жизни, чтобы его помнили вечно. Должны ли мы рассматривать папирус Стули как достоверный источник? Как следует из переводов древнего текста, это предполагаемое наблюдение НЛО имело место около 1480 года до нашей эры и было засвидетельствовано многими людьми. Можно с уверенностью предположить, что древние египтяне не могли неправильно интерпретировать эти огненные диски с редкими астрономическими или погодными явлениями, поскольку они были чрезвычайно продвинуты, когда дело доходило до астрономии. Их знания в астрономии и других науках заставляют многих историков полагать, что египтяне были бы способны отличить астрономическое явление от странного, необъяснимого происшествия, подобного описанному в тексте. Однако мы не должны увлекаться какими-либо выводами. И наоборот, мы должны иметь в виду, что папирус Стули – это не подлинный папирус, а перевод современной транскрипции предполагаемого египетского документа, местонахождение которого в настоящее время неизвестно. Кроме того, о существовании такого документа сообщил только один человек – Дерешевильц, и, следовательно, никакая научная экспертиза не может быть проведена без анализа оригинала на подлинность. Итак, на данном этапе истории было бы бессмысленно продолжать анализировать, что могли представлять собой эти огненные круги, когда само существование оригинального текста находится под вопросом. Дебаты должны оставаться открытыми до тех пор, пока не появятся дополнительные доказательства, подтверждающие или разоблачающие всю историю как мистификацию. 14. Надписи на Великой пирамиде и НЛО в Розуэле были одинаковыми. Великая пирамида была популярной туристической достопримечательностью с момента ее открытия, благодаря своей точной конструкции и тому факту, что до сих пор не ясно, кто ее построил. Многие люди связывают строительство пирамиды с древними пришельцами. Великая пирамида – единственное чудо древнего мира, которое стоит неповрежденным. Также считается, что она имеет определенную связь с НЛО и инопланетянами. Среди историков преобладает теория о том, что пирамиды были построены как гробницы. Однако, с другой стороны, некоторые считают, что эти загадочные сооружения были построены фараонами для защиты своих ритуалов и тайн. Истинное предназначение пирамид остается загадкой, и по сей день, в 1943 году у входа в Великую пирамиду Хуфу были обнаружены 4 загадочные отметки. До сих пор назначение и смысл этих надписей остается загадкой. Загадочные символы, выгравированные на Великой пирамиде. У подножия главного входа в древнюю пирамиду царя Хуфу находится загадочная табличка с непостижимым, так сказать, кодом, похожим на слово «ВОИО». Этот загадочный символ был первоначально обнаружен в 1934 году французским египтологом Андре Пашаном. Он увидел их начертанными в раннем стиле на огромной каменной перемычке над первоначальными воротами Великой пирамиды. Однако другие ученые утверждают, что эти надписи являются послеегипетскими и могут намекать на другие темы. Однако, несмотря на неизвестное происхождение и назначение надписей, очевидно, что они таят в себе много загадок. Многие историки отмечают сходство между резьбой на пирамидах и символами, начертанными на обломках разбившегося НЛО из Розуэла, штат Нью-Мексико. Значит ли это, что древние египтяне общались с инопланетянами, или это просто совпадение?
Загадочное происхождение тетраграмматона Великой пирамиды. Считается, что тетраграмматон, начертанный на дверях Великой пирамиды, имеет берберское происхождение. Тетраграмматон или тетраграмма – это четырехбуквенное еврейское имя Бога в иудаизме и христианстве. Берберы – это североафриканский народ, происхождение которого можно проследить до 6000 лет до нашей эры. Жители Северной Африки, говорящие на берберском языке, который относится к афроазиатской языковой семье, известны как берберы. Название Эмазиген означает «свободный народ», и они сами считают себя таковыми. По оценкам, от 58 до 75 миллионов человек в оазисе Сива в Марокко, Алжире и Египте говорят на этих языках как на родном. Однако сюда также включены туареги, преимущественно кочевой народ пустыни Сахара. Короче говоря, эти символы на древних пирамидах являются древними и загадочными, и больше нигде на египетских объектах они не встречаются. Как указано в книге Хуана Хесуса Вальеха «Краткая история Древнего Египта», надпись состоит из 4 букв, идущих слева направо. Ви – круг, разделенный горизонтальной линией, параллельная горизонтальная полоса и, наконец, еще один круг, разделенный 2 вертикальными линиями. Перевести эти 4 буквы нелегко, поскольку они могут читаться справа налево и наоборот. Более того, никто точно не знает, как был написан разговорный язык 1000 лет назад. Однако его корни остались в современном берберском языке Северной Африки, и именно с помощью этого, так сказать, эмбрионального языка можно получить первоначальный смысл. В надписях стоят слева направо буквы D, B, Q и B, образуя 2 слова, производные от DB и QB. Фонемы, получившиеся в результате этой операции, дуба и гбут. Первое слово означает «заботиться о себе» и является разговорным выражением, означающим принимать вещи такими, какие они есть. Второе, игбут, переводится как «купол», накрывающий гробницу святого и является значимым само по себе. Поскольку религией берберов сегодня является ислам, чтобы понять истинное значение этих выражений, необходимо сначала осознать, что смысл вышеупомянутых терминов был исламизирован. Однако если перенести смысл на 1000 лет назад, то можно сделать вывод, что в Великой пирамиде был захоронен некий божественный дух или божество. Карта к скрытым камерам в Великой пирамиде. Тщательное исследование этого символа может раскрыть загадочную истину. Описанный как купол, скрывающий гробницу святого, его место захоронения предположительно находится недалеко от вершины пирамиды. Однако это далеко не единственное свидетельство, подтверждающее гипотезу о наличии в пирамиде нескольких тайных камер. Современные исследования с использованием детекторов космических лучей медленно, но верно доказывают эту гипотезу. Связь между Великой пирамидой и древними инопланетянами. Существует доказательство теории о том, что 1000 лет назад люди на Земле использовали символы для общения между собой. Однако сторонники теории древних пришельцев утверждают, что древние боги пришли на Землю, чтобы учить человечество, и создали цивилизованные народы, которые продолжают поклоняться богам и сегодня. Считается, что эти боги дали древнему человеку знания и язык для развития. В додинастическом Египте эти боги назывались царями, которые правили египтянами сотни или тысячи лет, передавая мудрость и создавая развитое царство. Что если этот текст был оставлен древними богами? А что если эти боги были инопланетянами, обладающими более совершенными технологиями? Иероглифы НЛО в Розуэле и символы Великой пирамиды. В июле 1947 года в Розуэле, штат Нью-Мексико, произошел знаменитый Розуэльский инцидент. НЛО потерпел крушение, и прибывшие на место происшествия военные с удивлением обнаружили ряд необычных фрагментов. Среди обломков НЛО были загадочные артефакты, которые поразили военных. Мы начали собирать обломки. Многие из них были испещрены неразборчивыми цифрами и иероглифами. Ни один из обломков не горел. Мы пытались поджечь материал, но его невозможно было воспламенить. Он был похож на листок из сигаретной пачки. Мы попытались разбить его 16-фунтовым молотком, но безуспешно.
Генерал Райми предупредил меня, что я должен молчать об этом инциденте. Эти слова принадлежат майору Джесси Марсель, одному из работавших над расследованием крушения НЛО в Розуэле. Спустя много лет, после крушения НЛО, Джесси Марсель-младший рассказал, что его отец среди ночи принес для него и его матери фрагменты крушения. Маленькая палочка с выгравированными на ней иероглифами, которая находилась среди обломков, особенно восхитила Марселла-младшего. До самой своей смерти, в 2013 году Марселл-младший настаивал на том, что вся история была правдой. Символы, начертанные на палке из Розуэлла, очень похожи на символы, украшающие вход в Великую пирамиду. Во многих других случаях встречи с НЛО свидетели утверждали, что эти иероглифические письмена были начертаны на корпусе НЛО. И этот артефакт и пирамида относятся к совершенно определенному времени и месту. Не указывает ли это на то, что древние египтяне поддерживали контакт с инопланетянами, и что эти инопланетяне просто передали древним египтянам передовые технологии? Во многих других случаях встречи с НЛО свидетели утверждали, что эти иероглифы были начертаны на корпусе НЛО. Архитектура Великой пирамиды кажется странной даже современным наблюдателям. Кажется невозможным с помощью современных технологий построить такую огромную структуру с высокой точностью. Вокруг пирамид существует множество мифов и теорий. Некоторые считают, что пирамиды испещрены надписями, которые относятся к древнеегипетским тайнам, истинам, науке и ритуальным формулам. Историки также считают, что надписи раскрывают будущие или прошлые события. Однако со временем эти надписи стерлись. Некоторые считают, что пирамида содержит множество секретных камер, которые, если их найти, откроют множество тайн, а также дадут сокровища. Но мы так мало знаем о Великой пирамиде, что теперь нам остается только любоваться ее красотой и еще больше стараться найти ее секреты. 15. Эта скала возрастом 75 миллионов лет в Таиланде выглядит как разбившийся космический корабль. Скала трех китов – это необычное скальное образование, возрастом около 75 миллионов лет, расположенное в джунглях Таиланда, в провинции Буэнг-Кан. Оно названо так потому, что под определенным углом скалы выглядят как семейство китов, либо как разбившийся космический корабль. Только две скалы, мать-кит и отец-кит, доступны пешком, до детеныша кита добраться пешком невозможно. Путешественники, поднявшиеся на вершину скалы трех китов, наслаждаются нетронутым видом, который простирается до пляжей Меконга и гор соседнего Лаоса. Путешествию к скале трех китов можно посвятить целый день. Посетители могут выбрать один из 9 различных маршрутов для похода. В этих походах можно найти водопады, большое разнообразие растений и животных и даже немного тишины и покоя. Находясь здесь, оставайтесь на закате, если у вас есть время. Нет ничего лучше, чем наблюдать за закатом солнца над Таиландом со спины гигантского каменного кита. Существует много теорий, связанных со скалой трех китов. Одни считают, что скала – это природное образование, созданное движением тектонических плит. Другие считают, что каменное сооружение искусственно создано давно забытой цивилизацией. Каким бы ни было истинное происхождение камня, оно до сих пор остается удивительной загадкой. Камень невероятно гладкий и, кажется, вырезан с большой точностью. Он также невероятно велик, его вес превышает 1000 тонн. Доисторическая структура является популярным туристическим направлением, и многие люди приезжают со всего мира, чтобы увидеть ее. Камень – настоящее чудо света, и его тайна будет сбивать нас с толку на протяжении столетий. На этом я бы хотел закончить это видео с 15 тайнами мира, которые до сих пор не разгаданы. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Не секрет, что одним из самых важных открытий в истории современного человечества было открытие древней гробницы Тутанхамона в 1922 году. Причина, по которой это такое важное открытие, заключается в том, что фараон Тутанхамон
не только считается одним из самых странных правителей древнего мира, но и известен как один из самых загадочных правителей Египта, поскольку никто не знает, что на самом деле стало причиной его ранней смерти. Археологи и египтологи обнаружили это невероятное кольцо рядом с его саркофагом, на котором явно изображено какое-то человекоподобное и даже скорее всего инопланетное существо. Эксперты говорят, что это изображение может принадлежать богу Птаху, который скорее всего был не мифическим существом из древнеегипетского фольклора, а вполне обычным инопланетянином, послом другой цивилизации, которого приняли за бога. Да и вообще, если посмотреть на современную реконструкцию внешности фараона Тутанхамона, то в его облике явно прослеживается гибрид человека и инопланетного существа. Вполне вероятно, что в древние времена пришельцы выращивали вот таких генно-модифицированных правителей для управления земными цивилизациями. Но больше всего интересны мистические смерти участников того открытия и затем резкий технический прогресс всего человечества. А все ли нам показали и обо всем ли рассказали, что было найдено в гробнице фараона? Вот такими у нас получились 15 тайн мира, которые до сих пор не разгаданы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.